Здравствуйте, друзья! Здесь вашему вниманию будет предложено три карты, которые дают общее представление о том, что происходит вокруг Киева, Черниговской, Харьковской, Сумской областей и на Донбассе. Это наиболее важные территории, в которых сегодня происходят основные события. Посмотрим, что происходит вокруг Киева. Ну, во-первых, американцы сообщают, что 20% вооруженных сил России отсюда отведены для усиления других группировок, как предполагают они, вокруг Харькова и на Донбассе. Во-вторых, Генштаб вооруженных сил ВСУ сообщает о том, что он взял под контроль Ирпень, но не взял под контроль Бучу, Визель, Гостомель. Взяли или нет Ирпень неизвестно, но так как это серая зона, вполне возможен подобный вариант, особенно при ослаблении российской группировки. При этом значительно важнее то, что явно Макаров, который раньше ВСУ называли тыловой зоной российских войск, сегодня находится в серой зоне. И дорога, по которой шло снабжение группировки южнее Житомирской трассы в районе Бышева, оказывается под большим вопросом. То есть либо оттуда надо выводить русские войска, либо брать под контроль, под плотный контроль дорогу, снабжающую эту часть группировки вооруженных сил России. Подбородянка, которая находится значительно севернее Макарова и через которую тоже проходило снабжение российских войск, в том числе и в районе Визеля и Бучи, уже показано сегодня видео, как украинские военные ногами разбрасывают находящиеся на дороге мины. Как вы понимаете, если войска киевского режима разминируют территорию, они намереваются по ней пройти. То есть можно говорить о том, что действительно вокруг Киева вооруженные силы России переходят к обороне. Возможно, занимают наиболее удобные позиции, какие-то населенные пункты будут оставлены. Это подтверждается и тем, что по Черниговской и Сумской области жители наблюдают колоссальное количество техники, которая уходит через границу и, очевидно, тоже перебрасывается под Харьков или на Донбасс. Города, населенные пункты ранее без боя проходили русские войска, сегодня заходят не просто тероборона, заходят вооруженные силы киевского режима, усиленные танками. Например, в Сумской области Краснополе, эта деревня уже непосредственно на границе с Россией, зашли как минимум 2 танка ВСУ. То есть речь идет не просто о том, что там формируется тероборона, там восстанавливается киевский режим, там будут создаваться новые отряды теробороны, и в последующем эти населенные пункты придется брать уже с боем. О том, что в Сумах работает СБУ, выявляя агентов России, в том числе потенциальных, в том числе те, чьи дети уехали в Россию и сегодня активно борются с киевским режимом, я уже рассказывал. То есть суммы, которые проходили фактически без боя, не считая там артобстрела Артяги, которая засела остатки ВСУ и теробороны в первые дни, сегодня находятся под полным контролем войск киевского режима. Там восстанавливается администрация. То есть говорить о том, что в Черниговской и Сумской областей проводится сейчас чистка тылового фронта, не приходится. То есть там происходят бои, но эти бои, собственно говоря, отходящих на перегруппировку частей вооруженных сил России. Харьков в полном окружении он не находится. Полтавский шлях, выезд на Полтавскую трассу остается возможен. Южные части города также не отрезаны, то есть возможно снабжение этой группировки пополнением. Киев сообщает о том, что усиливая, сейчас перебрасывает 15 тысяч военнослужащих и бронетехнику на усиление Днепра. Но мы понимаем, что в Днепропетровске эти силы не останутся, а пойдут на Павлоград, где создается мощный кулак для того, чтобы иметь возможность ударить в тыл при попытке окружения донбасской группировки ВСУ. Ну, в Изюме наступление тоже застопорилось, это неизбежно, об этом мы говорили, там необходимо чистить фланги, потому что, выйдя на полдорогу к славянско-краматорской группировке, заняв Сухую Каменку, вооруженные силы России вынуждены чистить близлежащие села, необходимо брать под контроль Святогорск, который занимает господствующие высоты вокруг монастыря, и то участок леса. Сейчас к нему выходят с другой стороны войска Луганской Народной Республики, так или иначе это делаться будет, но все это, собственно, наступление, которое мы привыкли с продвижением на десятки километров в сутки, оно застопорилось. Колоссальное количество техники сейчас заходит на Луганскую Донецкую республику через Ростовскую область. Это не секрет, группировка усиливается, но уже понятно, что серьезного продвижения ждать не следует, потому что те бои, которые идут вокруг Песока, Марьинки, Авдеевки, свидетельствуют о том, что укрепрайоны ВСУ проломить в лоб не удается. Продвижение по Марьинке продолжается до сих пор. Терекон, о взятии которого говорили еще неделю назад, там продолжаются до сих пор бои.
В Авдеевку заходили вчера разведгруппы ДНР, с боями отошли, там около десятка раненых, но так или иначе они все равно отошли. При этом продолжается продвижение к северу от Авдеевки, в Новобахмутовке, в сторону Нью-Йорка, то есть что позволит отрезать Авдеевку с севера, перерезать ей дорогу снабжения. Но так или иначе, это бои местного значения. Такие же успехи, опять же, местного значения есть и на северном направлении, в районе Угледара и Гуляйполя. Там медленно продвигаются наступающие с юга войска России и Донецкой народной милиции. Они постепенно берут и охватывают кольцо Угледар и Гуляйполе. Но, опять же, значительного продвижения не будет до тех пор, пока не начнется, собственно, масштабное наступление по окружению и разгрому донбасской группировки. И вот здесь, по расчетам Генштаба ВСУ, в дело должна вступить имеющаяся в Павлограде и усиливаемая сейчас группировка ВСУ. Почему не уничтожаются пути железнодорожного снабжения, я объяснить не могу, но я так понимаю, это политическое решение, которое к военным не имеет отношения, они бы разнесли пух и прах в любую железку в любом районе. Точно так же, как вы видите, не применяется и бомбардировочная авиация, которую в таких регионах как раз можно было бы использовать, потому что железные дороги проходят по безлюдным местам, и наносить удар по военным эшелонам вполне возможно. Но так или иначе, это пока не делается. В Мариуполе продолжаются бои. Да, я слышал сегодня во время прямого эфира с Соловьем выступление Кадырова, его ультиматум, что сегодня мы ждем, завтра вас уничтожаем. Но это, скажем так, чеченский взгляд на события. Правда же в том, что даже часть городской застройки не находится под контролем вооруженных сил России и Донецкой милиции. Это происходит в центральном районе и на окраинах той же Азовстали, и в Приморском районе, который находится непосредственно у моря на западе города. То есть там и вокруг морского порта, то есть кроме 3 группировок, которые концентрируются на Азовстали имени Ильича и в порту, есть еще и часть домов, прилегающих к территории, которые контролируются так или иначе боевиками Азова. То есть их еще чистить и чистить. За один день это сделать невозможно, потому что их просто надо будет тогда сносить артиллерией в пыль. А в отличие от Азовстали и Ильича и морского порта, там еще находятся мирные жители. Поэтому это вопрос не одного дня. И основные события, судя по всему, будут разворачиваться именно на Донбассе в ближайшие 2 недели как минимум. Я хотел бы ошибиться и, не будучи знаком с планами Генштаба российских вооруженных сил, мог бы надеяться на то, что будет окончательно решена судьба Харькова, потому что иначе этот город превратится во второй Мариуполь. Но в данном случае решение принимает высший генералитет, а не я. Вот такова обстановка на сегодняшний день. Может быть, она не очень радостная, но так или иначе, явно, что имеющимися силами быть сильным во всех направлениях, на всех театрах военных действий, вести наступательные операции вооруженные силы России не в состоянии. На этом пока все. Всего вам доброго. До новых встреч.